Здравствуйте, мои дорогие, любимые люди! Этот расклад для вас. Все мы знаем, что есть судьба. И что предречено судьбой? Чего можно избежать, а чего и нельзя избежать? Я буду смотреть на двух колодах, а вы можете выбрать себе первую или вторую, конечно. Это работники света или провидцы, как кто называет. А это Таро. Это не Таро, это Ленорман. Это языческий Ленорман. Обе колоды магические, обе колоды заговоренные на удачу. Я хочу посмотреть для вас такую тему. Что предречено судьбой? Чего можно избежать, а чего нельзя? Что готовит судьба? Что от вас зависит, а что и нет? Бывают вещи, которые, знаете, это как генетический состав вашей судьбы. Бывают вещи, которые от нас вообще не зависят. И у Ленормана есть такая карта, она называется «Книга». Я боюсь, что я могу рукой... Может, мне нужно будет это пространство, так что я отодвинула колоды. В картах Ленорман есть такая карта, которая называется «Книга». Это карта судьбы. Чего вам не избежать, что от вас зависит, а что или и нет. Это показывает карта «Книга» у Ленорман. Это будет наш сигнификатор. Туда можно будет вложить свои вопросы. И все, что я скажу, каждый из слушателей в любом случае поймет по-своему, так что не сомневайтесь. Вы поймете, какие слова для вас касаются. Даже если те же самые слова, но они могут по-разному быть восприняты разными людьми. Так что точно вам будет подсказка, чего очень необходимо, на мой взгляд, узнать, что предречено судьбой. А второй есть тоже карты судьбы, обязательно. Это карта Луна, это карта судьбы. Так что карта Луна здесь ответит на вопрос, сигнификация будет вашей судьбы. Что предречено судьбой? Чего быть, чего можно избежать, что от вас зависит и что нет. Итак, я сейчас ищу сигнификатор и как бы прошу вашего терпения, потому что Таро много карт, мы не знаем, где будет сигнификатор. Но то, что сигнификатор точно будет здесь, и какая карта будет перед картой Луна и после, ответит на вопрос, чему быть, чего не избежать, что от вас зависит, а что и нет. Так, это интересная тема. Луна – это личная жизнь человека. Я просто пока ищу, я вам рассказываю, что вы у меня не скучали. Кстати, карта Солнца показывает то, чего вам избежать можно. То, что от вас зависит, да? И поэтому карта Солнца уже вышла, я вам скажу. Вы королева Пентаклей здесь по карте Солнца. И карта преображения, то есть, суд называется по-традиционному, вообще преображение. Итак, Солнце – это то, чего можно избежать. То есть это та страница судьбы, которую можно переписать. А вот иногда так бывает, что предречено. Вам этого не избежать, и от вас ничего не зависит. Это покажет Луна. Так что здесь Солнце показывает, что вы, конечно же, будете очень богаты. Посмотрите, это королева Пентаклей, это вы. Вам не избежать богатства, благополучия. Если у вас еще пока благополучия нет, значит, это просто такое время. Но то, что у вас будет обязательно в будущем благополучие, это вам гарантировано. Потому что королева Пентаклей 78 карт. Она была именно возле Солнца, так что вы добьетесь своего благополучия, может своими руками, может своими действиями, своими талантами, или же будет мужчина. Солнце иногда показывает мужчину, который будет очень благополучный, и вы с ним будете вместе жить в благополучии. А вторая карта Judgment – это трансформация. Ваша жизнь будет трансформироваться, и состояние, например, бедности, неудач, она перейдет в состояние полного благополучия. Вот так по карте Солнца. Это то, чего вам не избежать тоже. Но вот здесь вы этого добьетесь, либо вы, либо ваш любимый человек в процессе труда, в процессе жизни. А еще карта Луна вот покажет именно, знаете, предречено что. Мне очень интересно, так что я
Сейчас это все для вас посмотрю. Потом мы будем на Ленорман делать тоже диагностику и разложим с вами карты, чтобы детально узнать, да? Доверьте, все будет хорошо. Я уверена, что советы карты дадут практичные. Карты всегда дают практичные советы. Так, где же у нас здесь карта Луна? Такие красивые карты. У меня есть, кстати, распаковка. Почему нужна? Ну, ничего не нужно, если не хочется. Нужно делать все только тогда, когда в кайф хочется. Почему я советую смотреть мои распаковки? Потому что вы тогда, это царство королевства, вы в него входите, вы его понимаете интуитивно. Не нужно понимать там значение карт и так далее. У карт вообще значений нет. На самом деле, когда они не имеют вопроса. Только когда есть вопрос, тогда они приобретают активное живое значение. Так что вот такая вещь. Так. Смотрите, как долго не было Луны. Я смотрю, что вы в своей жизни все можете изменить. Все можете изменить, потому что Луны до сих пор нет. Ну, я, конечно, всю колоду посмотрю. А Луна показывает, что предречено, и от вас ничего не зависит. От вас мало что зависит. В любом случае, что-то зависит от вас, конечно, да. Что-то вы можете сделать. Но бывает предречение такое, что мы можем смягчить, если что-то сложное, или наоборот усилить, если что-то хорошее. Но бывает, знаете, предречено судьбой все-таки. Вы смотрите, может, я пропустила ее? Надеюсь, нет. Я таки, да, ее пропустила. Как такое могло получиться, я сама не знаю. То есть, другими словами, знаете, я всегда доверяю картам. Я сейчас еще раз перемешаю колоду. Если предсказатель карту не видит, это не то, что он ее не видит, да? Это то, что высшие силы отвели глаза, потому что я вижу, что у вас, в принципе, вы будете в контроле своей судьбы. То есть, вы можете многое очень сделать. Многое очень сделать. Мы все-таки узнаем, конечно, правду, что предречено. Но я смотрю, я разделю на две части, потому что она такая большая. Что предречено? А почему мы не могли найти? Почему не видели сразу? Вот я задаю высшим силам такие слова, да? Почему я не могла ее сразу увидеть, эту карту? Почему скрыто от вас ваше будущее? В чем дело? Может быть, там есть что-то такое, что где портал куда-то, какие-то тайные знания, и высшие силы хотят, чтобы вы постарались, или я постаралась, да, чтобы мы с вами постарались. Высшие силы, бывает, хотят этого, чтобы мы с вами постарались. Так бывает. Так, почему же? Вот она, вот она, вот она, вот она. Нашли. Вот она. Одна перед, другая после. Новая любовь. Если вы замужем, у вас вполне возможно, что вам предначертано еще второе замужество. Туз чаш, новая любовь. Вот эта карта Луна. С одной стороны, это туз чаш, новая любовь, новое увлечение, новая страсть. Или, может быть, до сих пор, может, вы в отношениях или в замужем, но вы не любите этого человека, у вас к нему нету. Понимаете, может, есть родственные чувства, чувство благодарности, потому что вы пуд с солью вместе съели, да, но нет к нему, но он не делает вас счастливой. И шестерка чаш. Есть мужчина в пространстве, в природе 8 миллиардов нас здесь, и теперь уже все в одном котле варимся, да, мы теперь уже все... Ну, нет теперь разделения, границы исчезли с появлением интернета. Как бы там власти не пытались делать границы, не пытались как-то... Границ нет, их и раньше не было. Но сейчас вообще нет, потому что интернет нас всех сделал с одинаковыми возможностями. Девочки и мальчики, кто мальчик? Не обижайте меня, потому что я слышу много таких. А где для мальчиков? Для всех. Для всех любовь, новая любовь. Человек, который вам как подарок даст судьба. Чего вам не избежать? От вас мало что зависит, потому что вы можете влюбиться, это как вихрь. Луна – это личная жизнь человека. Как вихрь ворвется в вашу жизнь кто-то, сделает вас счастливой, это первое. Второе, этот кто-то
обладает всеми теми параметрами, о которых вы мечтали найти в мужчине и не находили до сих пор. Потрясающий расклад. Посмотрите, как Луна пряталась. Она заставила нас опять тасовать колоду. Видите, живые расклады, да, у меня живые расклады. Вот. Иногда у меня даже ясновидение есть, карты сами в духе выходят. Но именно здесь вот так, смотрите. Этот человек будет как подарок судьбы. От вас ничего не зависит, мало что зависит. Прямо скажу, ничего. Все равно эта любовь придет и вихрем вас захватит. Конечно, это может быть любовь к любимому делу новому. Это тоже может быть у некоторых, кто просто не хочет для себя таких отношений. Потому что чаша – это всегда то, что вы будете любить. Интересно. Очень даже интересно. Чаша с двух сторон и начало отношений. Причем такая влюбленность, где, ну, редко у кого бывает. А вам вот судьба такой шанс выдаст. Смотрите, как интересно. То есть, если я назад пойду к Солнцу, что предречено, ну, от чего у вас есть контроль? Знаете, как штурвал у боцмана. Это Солнце. И это означает, что вы можете возродиться опять. Это возрождение, это преображение вашей жизни в финансовом плане. Вы можете быть очень богаты. И здесь зависит это или от вас, или от других людей, которые с вами будут связаны. Но любовь, страсть, порыв, реализация, может быть, своих каких-то планов, что-то такое шикарное, что касается любви. Знаете, любви личной к тому, что вы делаете, или любви к человеку, такой страстной любви, просто вы даже еще такого не испытывали, вы еще это испытаете. Интересно, что скажет Ленорман. Я потом, может, добавлю еще, да, советы будем получать. Таро очень классно дает всегда советы, как этого достичь. А Ленорман просто ответит, потому что здесь есть карта-книга и тоже карта Солнца. Я буду брать как сигнификацию книгу и Солнце. Давайте. Будут ли скрываться от меня в этот раз эти знамения, да, знамения вашей судьбы? Чего вам никак не сбежать, от вас мало что зависит, и чего вы можете избежать, или что вы сами можете сделать, что от вас зависит, да? Карта Луна, вот она. Что от вас мало зависит, вам этого не избежать. Обратите внимание, лиса. Лиса – это профессия. Так что карты Ленорман сказали, в профессии много интересной работы. Гора – это протекция вашего рода, и лиса – это профессия. Вам не избежать благословения вашего рода, это первое. Знаете, гора, как Христос сказал, Петр, ты теперь будешь скала. И вам сказал вот Творец, ангелы ваши, что скала уже есть у вас, та скала, на которую вы можете строить свою жизнь, фундамент, крепкий фундамент, есть на что опереться. Если вы сейчас чувствуете, вам, например, не на что опереться, так бывает у нас очень часто, но иногда это бывает от того, что мы уже не видим возможностей, мы уже как бы сдались, да. И здесь гора говорит, нет, у тебя твердый фундамент, может быть знание, может у вас уже несколько дипломов есть. Девочки, диплом это не означает, что вы будете зарабатывать по этому деньги. Диплом это означает просто, вы стали как бы профессиональные знания получили, но работать вы можете совершенно в другой сфере, но эти знания вам пригодятся, да. Вообще у нас как-то не так раньше было, у нас было лучше намного, то есть каждая школа была сразу, давала профессию. Здесь у нас, где я живу, в Канаде, не так. Университеты просто для того, чтобы давать людям знания. А профессию потом человек идет еще в одну школу, да, у него бакалавр, в основном не бывает вообще здесь бакалавр, это очень редко, когда бывает, что уже профессия в руках. Я даже не знаю, есть ли такой бакалавр в Канаде, по-моему, нет. Бакалавр это всегда, ну, первые 4-5 лет университета, это чтобы вы попробовали воду, что любите, что не любите, этот курс взять, тот курс, еще раз талант свой обнаружили и тоже развились. А уже потом еще идет профессиональная школа, поэтому здесь очень долго люди обучаются. Но это важно. Так что если у вас есть 2-3 диплома, не думайте, что вы зря выбросили или деньги, или время. Это все было вам нужно. Вы понимаете, знания, учителя – святые люди.
потому что вам дают знания. У вас знаний очень много. Эта карта скала, эта скала, это то, на чем фундамент, на котором вы строите свою будущую жизнь, потому что у вас много знаний, профессиональных, жизненных. И Луна говорит, что этого вам никак не избежать, что вы будете работать на себя. Именно в этом сочетании. Я здесь не говорю, что лиса, там это может быть обман. Я не об этом говорю. Я говорю о другом. Обман, что касается обмана, это не то совсем, да, потому что мы не спросили, например, какие у вас враги, кто вас обманывает, кто вами пользуется, кто вами манипулирует, кто вымогательством занимается. Нет, это другие расклады, диагностика негатива. Там лиса ответит на вопрос, кто это, да, а здесь лиса отвечает на другой вопрос, что вам по судьбе. И Луна показывает, чего вам не избежать. Все равно вы с этим столкнетесь, и от вас вообще ничего не зависит, вас все равно судьба подтолкнет к этому. Лиса – это свое дело. Меня спрашивают, я работаю на предприятии, меня это не касается, почти все люди работают на предприятиях. Неправильно работают люди на предприятиях, потому что идут на работу, работая на дядю. На предприятии вы тоже, если захотите, вы будете зарабатывать свой опыт, свою массу знаний по горе. И это работа на себя тоже. Грамотные люди на предприятии зарабатывают опыт, учатся, как apprentice. Например, тот, что делал скрипки, как его звали, ну, многие итальянские мастера, это пример только привожу, никуда не отвлекаюсь, потому что сейчас скажут, отвлекаюсь. Нет, пример привожу. До 45 лет они ходили в подмастерьях, потому что они тоже вроде на дядю работали, но вдруг сделали свою первую скрипку, и больше они не подмастерье, и сразу мастер. Как он, с неба, что ли, мастер спустился? Нет. Скала говорит, что весь ваш опыт, может быть, 3 высших образования, может, вы помощник дантиста, учительница младших классов, а потом еще и парикмахер или же врач. 3 образования. Это все вам нужно было. Потому что вы мастер стали не просто так, а потому что долгое время вы, может, работали на дядю, на тетю, но в это время вы мастерство зарабатывали. Если вы правильно работаете на предприятии, зарабатываете мастерство. Карта лиса говорит, что вам не избежать своего дела. Может, вы картины начнете рисовать, делать что-то руками, какие-то поделки, которые будут потрясающие. Теперь время первобытного строя. Все идет по кругу во время Водолея. Священный Дух дал нам интернет. Меня обижали, что интернет, Священный Дух, что вы несете? Я не сказала, что Священный Дух – это интернет. Я сказала, что интернет – это ипостасия Священного Духа. Священный Дух дал нам интернет, мы теперь одна большая деревня. Те люди, которые раньше проснутся и будут делать свое дело одни, лиса всегда одна, у нее нет помощников. Она заметает следы, она все делает тайно, она имеет свои фишки, которых нету конкурентов. Она правильно конкурирует. То есть конкуренция – это сотрудничество. Что такое сотрудничество? Хвостик ей сотрудник, погода ей сотрудник, да? ее все сенсес, ее нюх сотрудник, ум сотрудник, чувство матери сотрудник, потому что лиса, она очень любит маленьких. Это одно из тотемных животных, где ваши дети очень хорошо устроятся в жизни, вам этого тоже не избежать. Луна показывает, что от вас мало что зависит. Вас все равно жизнь подтолкнет, чтобы делать маленькое дело одному. Сингл, да, сингл, одному. Почему? Ну, может, еще с партнером, так как мужем, да, но не с чужим человеком. Потому что теперь технологии, это тоже Священный Дух дал нам технологии. И они такие простые, что вам не нужен помощник вообще. Вообще не нужен помощник. Да, вам нужен бухгалтер и вам нужен адвокат. Это все должно быть у вас. Но бухгалтер – это не помощник, это тот, который вам помогает платить налоги, помогает вам посмотреть ваш расчет. Это не помощник. Помощник, я имею компаньон в виду. У вас не будет компаньона, у вас будет свое дело, где вы будете решать, здесь хочу, сегодня хочу работать. Не то, что я хочу, сегодня мне в кайф работать. Я люблю работать сегодня, а завтра я люблю и отдохнуть.
И что заработало, все мое, солнышко было сразу. Так что видите, как Ленорман, он по-другому себя ведет здесь. Итак, а солнце показывает, что от вас зависит, да? Итак, плетка, плетки, метлы по Ленорман. Солнце – это сигнификатор у нас, и кольцо. Что от вас зависит? Найти мужчину для жизни. Это вам высшие силы не диктуют. Кстати, вот по Таро вам диктуют высшие силы, что вы будете счастливы, вы будете с мужчиной очень счастливы. А кого найти? Кстати, здесь тоже не показано, что вам вот выдадут его с каемочкой или с биркой. Нет, вы найдете сами его, но он вас природа туда подведет, и вы найдете того, кто будет вас очень любить и удовлетворять по всем параметрам. Вы меня поняли, что за параметры? Вам не избежать женского счастья, здесь сказано. А Ленорман дополнил: женского счастья, ключики-то у вас в кармане. Вы выберете: этого хочу попробовать, окей, устраивает, все, вроде мы совпадаем. Нет, хорошо, не буду сразу выводы делать. То есть вы начальница своей жизни. Кольцо – это личная жизнь, это отношения. И солнце говорит, что вы выбирать будете, И плетки особенно по предпочтению, потому что плетки – это, естественно, намек на, поняли, на повторяющиеся движения. Вы знаете, о каких движениях речь идет. Я не буду никого здесь в краску вводить, и так понятно. Плетка – это защита от негатива. Чего вам не избежать? Вот понимаете, вы думаете, что мешают. Да, мешают. И третьи лица, и обстоятельства мешают вашим отношениям. Но, если они у вас есть, если это для вас важно. Но на самом деле, как бы они там ни бесились, те, кто мешают нам, вам, всем нам, добрым людям на земле, у вас такая защита. Это защита. Вас чистит природа от этих лишних людей, непотребных вам. Это одна из карт. Еще плетки означает как бы вместе с картой кольцо, что это, романтика, любовь, близость. В принципе, если я рассмотрю эти две карты, они дублируют шестерку чаш и туз чаш. Что это вам положено по судьбе быть счастливой. Но интересно, что здесь Луна, здесь по Луне, что от вас мало что зависит, вы все равно счастливая будете, в близости, в любви. А здесь еще Ленорман добавляет: ты тоже подсуетись, потому что здесь по Солнцу идет дело. Да? То, что вы будете счастливы, это однозначно, Луна показывает, здесь 100%. А солнышко в Ленорман добавляет, что ты можешь выбирать. Не все зависит от другого человека, многое зависит от тебя. Интересный расклад. Теперь я возьму карты совета. Мы возьмем одну на Луну, на личную жизнь, которой не избежать, и одну на Солнце, то, что от вас зависит, советы. И я еще возьму советы для Таро, для вас. Итак, по Солнцу. Солнце – это успех, которого человек добился сам, да? Какой совет дает Таро? Вот. А Луна – это от вас вообще ничего не зависит, это в любом случае будет. Смотрим, интересно. Итак, по Солнцу, я напомню, какие карты были, что вы будете очень богаты, королева Пентаклей и карта преображения. Вы знаете, подымитесь опять. Падать больше не будете, потому что здесь Архангел Михаил на карте Суд говорит, что на вас стоит сильная защита. Это по Солнцу. А совет какой Таро дает? Пятерка жезла. Вот вы достаете эту звезду. Есть конкуренты, но неважно, вам достается первенство. Вот этого вам никак не избежать. У вас будет первенство. Совет Таро, вы знаете, расслабиться можно, потому что у вас в любом случае будет первенство. Все, что вы делаете сейчас, я знаю, что вы много уже сделали, и терпение ваше как бы лопает, да? Но все, что вы сделали, уже достаточно. Продолжайте двигаться в том же направлении, имейте терпение. Потому что 99% людей останавливаются
поэтому и не достигают ничего. Как раз в тот момент, когда перелом идет в сторону того, когда желания сбываются. Здесь терпение, продолжайте в том же направлении, и вы снимаете звезду с неба. Вот и все, у вас будет все хорошо. Теперь я смотрю на Луну. Вот это, что от вас мало зависит, совет. А это карта башня. Вы знаете, мне написал кто-то под видео недавно комментарий. Вообще я все комментарии прочитываю, и если я посчитаю нужным, я отвечаю на следующем видео на комментарий, кто не знает, потому что в 2 словах я не могу одному человеку ответить. Это первое. Второе, комментарий так много, что я точно знаю, если кто-то задал вопрос, значит, у других людей тоже могут быть подобные вопросы, но они могут не прочесть мой ответ. Да? Так вот, эта женщина спросила меня в комментариях. Там был ритуал, потому что это было на канале «Чистки и защиты». У меня есть такой канал для ритуалов. Я, кстати, за мою магическую работу денег не беру. И там был ритуал на зазывы любимого, да, это аффирмации, магические аффирмации. Она спросила, можно ли мне зазывать любимого, если я в отношениях? Хороший вопрос, хороший вопрос. И на это отвечает здесь карта башня. Старший аркан, не зря он вышел. И я хочу теперь не от себя, потому что от себя я ничего не могу сказать. Я такой же человек, как и все. Я всегда опираюсь на мудрость Вселенной, потому что карты Таро – это их язык. Все. Друзья мои, если вы в отношениях, зачем же зазывать другого еще человека? Карта башня говорит. Но проблема в том, что тяжелые, плохие отношения – это не значит, что вы еще в отношениях. Вселенная не видит, как вы в отношениях. Потому что вы можете считать, что вы в отношениях. Она вам вроде кажется в отношениях. Вот это вот обязательство, которое мы даем друг другу, оно очень сложное. Потому что если вы этого человека не любите, у вас нет к нему страсти, вы его не понимаете, нет ни одной точки соприкосновения больше, ничего нет. Он вас не задевает. Ни сексуально, ни его деловые качества, ни его личная гигиена, ни его общение, язык. Не нравится вам, как он с вами разговаривает, но не нравится все об этом человеке. Это башня. Это вы не в отношениях. Тогда нужно все назвать своими именами, понимаете? Человек, пока все своими именами не назовет, он не выйдет на свою дорогу, он идет по параллельной дороге. Вот где-то здесь счастье идет, да? А этот человек идет параллельно, и ему кажется, что счастья нет. Вселенная дает подарки, любовь, смотрите. А человек идет по дороге, где одни башни, и он так защищается от того, чтобы не упал кирпич на голову. Карта башня говорит, что ты определись, чего ты хочешь. Многие из нас живут в отношениях, которые не работают. Вообще не работает, значит ничего не работает. Не обязательно, что в одних отношениях где-то какая-то сфера больше работает, там сексуальная, например, деловая. Да, семья – это всегда деловая сфера. У других что-то другое. Но вы определитесь. Если вам все не подходит, тогда, конечно, зазывы любимого вам нужны. Но если что-то где-то подходит, значит, что-то можно исправить. В башне здесь говорится, что были у вас отношения, которые не ваши были. Это может быть и бывший в голове, это может быть и лярва, в сущности, подселенец в сознании, которого вы любили, а вас нет. Особенно это бывает в юности. Такая лярва – это тот человек, который вам в 18 лет казался божеством. Но, во-первых, то, что он вас бросил, он не божество, он последнее «св», да, не буду больше говорить, вы знаете, «с», «ч» кончается, вы знаете кто. И у меня такой был. Понимаете? А он у вас герой-любовник до сих пор. А если бы вы его встретили спустя 30 лет, вы увидели бы это ничтожество и поняли бы, что вы потеряли время. Возле вас может быть приличный человек, а у вас в голове подселенец до сих пор. Подселенцев мы посылаем, да, на несколько букв. А какие буквы вы сами знаете. Не буду говорить, какие.
В общем, понятно, да, нужно послать подселенцев подальше, ну, убрать их с головы, тогда будет счастье, говорит Луна вам, не я. Что-то у меня сегодня такое предсказание, но я, конечно, не Шнуров, совсем даже близко нет. Так что прошу прощения, если кого-то это задело. Иногда нужно крепкое словцо сказать. Так, Ленорман, Луна. Луна говорит, вам этого не избежать, это вам по судьбе, и от вас ничего не зависит, мало что зависит. Ну, зависит, конечно, всегда от нас что-то зависит, но в этом случае мало. Карта Сад. Это очень хорошая карта. И напомню вам, что Луна сказала, что вы будете заниматься своим делом, а Сад говорит весь мир. Интернет по всему миру будете торговать чем-то. Или будете людям помогать, или их выслушивать, или что-то им рассказывать, или чему-то учить, или что-то продавать. По всему миру у вас будут люди, которым нужны будут ваши услуги. Сад – это весь мир, это интернет, это весь мир. Ля-ля. Вот так, вуаля, как говорят, ля-ля, вуаля, то совет. Изучайте английский язык. Мне иногда говорят, ах, зачем мне английский язык, я не собираюсь никогда ехать в другую страну. В общем-то, я тоже не собираюсь. После того, что сейчас случилось, я не собираюсь вообще никуда ехать. Потому что, может быть, это Боженька нас типа наказывает коллективно всех на земле, что мы вот шатались по миру туда-сюда, как ненормальные все. Не знаю. Но это не важно, теперь мы в любом случае миром обладаем. Поэтому тот мне пишет где-то, да, я живу у себя на удаленке, зачем мне этот английский? Но без него вы не сможете делать свое дело. Английский язык – это общее пространство. Не то, что он там хороший, плохой, на нем говорят во всех странах мира, во всех. А может, мы с вами еще и будем путешествовать, когда самолеты научатся с нами как с людьми обращаться, а не как с селедкой в банке, да? До сих пор так было. Ну и природа показала, что так нельзя с людьми. Это я не отвлекаюсь, потому что сад – это и есть весь мир. Так что по всему миру будут видеть вашу продукцию, вы будете обеспечены, вы не будете нуждаться ни в чем, сами заработаете. Чего от государства ждать? Вы что думаете, в Канаде по бедности зарплата, говорю, пенсия, она точно такая, как в других почти во всех странах мира. Вам скажу сколько. Снимать жилье даже в подвальном помещении малюсенькое, ну, за 1000 не снимете, 1500 надо. А по бедности в Канаде платится $400 в месяц. Вы скажете, ой, какие огромные деньги. Может быть, в другом регионе, но здесь это не просто не деньги, это под мостом оказаться, потому что так все стоит. Так что я вам хочу сказать, что все зависит от того, какие цены, да. Такие здесь цены. Так что по этим ценам, если я сравню, ну, как бы, процентом содержания, я увижу, что в других странах, ну, почти так же, в процентном соотношении за $400, ну, нельзя, ну, под мостом будете. Может быть, вам на еду хватит, но жить-то на жилье не хватит. Ну, а если вы в Новой Зеландии, так вам повезло, я там не живу. И вы, может быть, там тоже не живете. Кстати, но у меня в Новой Зеландии есть один слушатель или два тоже. Так что привет, нужно к вам приехать, может быть, на постоянное место жительства. Итак, дальше смотрим. Это было по Луне. Повторяюсь, вы будете работать на весь мир, и весь мир вас будет знать. У вас будут заказывать то, что вы делаете, или то, что вы рассказываете людям, как вы им помогаете. Бывает, человеку нужно просто с кем-то поговорить. Сколько людей одиноких. По скайпу говорить с людьми, это дорогого стоит, выслушивать людей. Это тоже услуга, конечно, услуга. Я понимаю, вы сейчас скажете, дружбу не купишь за деньги, но это же не дружба, это услуга. По скайпу выслушивать человека, его проблемы, он будет вам рассказывать, вы будете выслушивать его таким компаньоном. А компаньонство всегда было. Вы можете быть компаньоном людям, которым одиноко. В общем, в других видео об этом. По Солнцу от вас не только мало что зависит, по Солнцу от вас многое зависит. Я напомню, здесь у нас плетки и кольцо. Например, от вас зависит не ссориться с партнером. Это от вас зависит. Вот это так можно прочесть, это сочетание. А вот это дополнительная карта совета. И здесь карта ребенок, новый
любимый, да, новый любимый, от вас все зависит, потому что Солнце это все от вас зависит. Вы можете найти себе новую любовь, и вы будете очень счастливы в этой любви. Пожалуйста. Кто сказал, что от вас ничего не зависит? Вы знаете, мне понравилось, потому что Таро сказали, что мало что зависит, а что можете сделать конструктивно и по делу. Я очень довольна. Побудьте на сборе, это литургический сбор. Он никому не повредит, потому что расклад начинает сбываться, когда он собран. Я, вы знаете, всегда с большим нетерпением жду, чтобы вы мне рассказали свои истории в комментариях. Кто-то мне пишет однотипные комментарии. Ну, я многим помогла, люди благодарны, пишут хорошие слова. Но я не знаю, зачем такое писать. А если вы видите мантру, кстати, я раньше мантру давала на моих видео, если вы новенькие, не знаете, мантра очень простая, и люди иногда пишут мантру, чтобы расклад еще больше сбылся. Мантра такая: с каждым раскладом Лены моя, сказать свое имя, жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. 3 раза скажем. С каждым раскладом Лены. Лена это я. Это моя работа для вас. Это Коля, мой партнер. Лена. Как Брэд Питт и Анджелина Джоли из этой оперы. Ну, тоже у нас общая наша фамилия имеет две буквы К и О. Лена. Это, в общем, там вот это вот все такая. Вообще-то я Лена, если кому интересно. Вот, с каждым раскладом Лены моя, скажите свое имя, жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. С каждым раскладом Лены моя, ваше имя, жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. А я вас обожаю и люблю. Вы для меня любимые друзья. Надеюсь, и вам со мной не скучно. Будем видеться.